Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Рецепты вкусной кухни. Сегодня делюсь с вами очень вкусным и простым рецептом приготовления баклажан с мясом. Еще это блюдо называют баклажаны по-грузински. Я уже подготовил часть продуктов. Я, как всегда, буду готовить и рассказывать, сколько каких ингредиентов я буду использовать для приготовления блюда. На сковороду отправляю растительное масло. Ровно столько, чтобы хватило обжарить мясо, и сковорода уже горячая. На сковороду отправляю 800 грамм филе бедра курицы и обжариваю мясо с двух сторон, периодически его помешивая до золотистого цвета. А пока мясо обжаривается, я крупно нарежу лук. Для приготовления баклажанов по этому рецепту понадобится 200 грамм лука или 2 средних луковицы. Друзья, вернусь к мясу. Мясо сегодня я использую бедро курицы. Но иногда для приготовления баклажан по этому рецепту я использую свинину или говядину. Друзья, извините, в начале ролика не сказал, но мясо и баклажаны я нарезаю примерно одинакового размера. Обжаренное мясо вынимаю со сковороды и в сковороду сразу отправляю на обжарку баклажаны. Обжариваю 800 грамм баклажан до румяного цвета, периодически их помешивая. И обжариваю их в два этапа, так как они объемные. А тем временем, пока баклажаны жарятся, я нарежу полосками 300 грамм болгарского сладкого перца. При жарке баклажан при необходимости добавьте в сковороду нужное количество растительного масла. Друзья, также на моем канале есть очень вкусный рецепт лазаньи из баклажан. Ссылку на видео я оставлю в конечной заставке и в описании под видео. Переходите по ссылке и смотрите этот очень вкусный видеорецепт. Баклажаны уже готовы. Такие вот они румяные, красивые, аппетитные. Снимаю их со сковороды. И в сковороду отправляю лук. И сразу же отправляю морковь. Морковь, как и лук, я нарезал крупно. Моркови я использую 200 грамм и обжариваю овощи до их мягкости. Периодически их помешиваю. Морковь и лук обжарились до нужного состояния. Обратите внимание. Морковь мягкая. Теперь к луку и моркови отправляю болгарский перец. И обжариваю овощи 2-3 минуты, постоянно их помешивая. Морковь и лук не должны ужариться. Они должны чувствоваться в блюде. И как вы только почувствовали аромат болгарского перца, сразу к овощам добавьте 800 грамм консервированных томатов в собственном соку. Томатам нужно дать закипеть. Друзья, вы, конечно же, можете использовать свежие томаты, предварительно их очистив от кожуры и размяв их руками. В кипящий соус отправляю приправу хмели-сунели по вкусу, соль по вкусу, немного черного молотого перца. Все это перемешаю. Добавлю грузинской аджики по вкусу. Снова все перемешаю. Накрою соус крышкой. Дам соусу потомиться на медленном огне ровно 2 минуты. За это время мелко нарежу 2 средних зубчика чеснока. В принципе, вы чеснок можете пропустить через пресс. Перед тем, как в соус отправлять мясо и баклажаны, обязательно попробуйте соус на вкус. Может быть, вам нужно его досолить или добавить какой-нибудь специи или приправы. В моем случае я просто добавлю немного сахара. Буквально чайную ложку. Хорошо смешаю сахар с овощами, растворю его в соусе и снова попробую соус. Идеальный вкус. Теперь в соус отправляю баклажаны и мясо. Хорошо все перемешиваю. Обратите внимание, жидкости мало. И я ко всем ингредиентам добавлю немного питьевой воды. Жидкости в этом блюде не должно быть много, ее должно быть ровно столько, чтобы это блюдо приготовилось. Потому что это рагу, а не соус. Снова перемешаю все ингредиенты. Накрываю сковороду крышкой и тушу рагу из баклажан на минимальном огне 20 минут. Если вы вместо курицы будете использовать говядину или свинину, минимальное время приготовления рагу составляет 30 минут. Также рагу вы можете не тушить, а отправить его
заранее разогретую духовку при 180 градусах на 30 минут, накрыв емкость крышкой или фольгой. Но лучше всего использовать блюдо для запекания с герметичной крышкой. Буквально за 5 минут до полного приготовления в рагу отправляю только порубленную петрушку. Я тушу рагу от 3 до 5 минут, чтобы оно насытилось вкусом и ароматом зелени. Друзья, готовому блюду я дал буквально 5 минут настояться, для того, чтобы в блюде равномерно распределились все вкусы. Блюдо украшу зеленью. Друзья, если вам понравился этот вкусный и простой рецепт приготовления баклажан с мясом, переходите в мой плейлист «Гарниры и рецепты». Я уверен, вы там для себя найдете простой и очень вкусный рецепт. Не забывайте ставить лайки и оставлять под видео комментарии, мне их очень приятно читать. Всем пока и до новых встреч на моем канале.